Привет, сегодня я сделаю тир-лист игровых режимов в Garry's Mod. Если вы думаете, что я украл эту идею у Сюрки, то вы правы. Слышали? Моя оригинальность упала. Мне вообще-то больно. Да. Давайте сразу начнем с того, что кинем Sandbox в высшую категорию, а ТТТ на пятерку. Sandbox — это игровой режим, который вылизывали на протяжении всего существования Garry's Mod, и он предоставляет именно тот спектр возможностей и качества, который должен быть в высшей категории. ТТТ, в свою же очередь, довольно сильно разочаровывает в сравнении с Sandbox. Тут есть проблемы в виде баланса, подгнившей системы кармы, да еще будучи стандартным игровым режимом, требует КСС-контент. Я бы поставил на четверку, но все-таки не буду спешить кидать его вниз. Пятерка. Дальше мы возьмем Zombie Survival и поставим его на гарантированную четверку. Контента очень много всяких механик, но есть самая главная проблема. Геймплей забивает вас в угол и заставляет зажимать ЛКМ в одну точку. Это все же дело вкуса, но если так играть долго, то вы не будете лучше игрока в доту. Четверка. Cinema где-то в 2017 году точно подходил на пятерку или выше, но в связи с тем, что FacePunch не решились реанимировать браузер для воспроизведения видео, Cinema сильно упал в рейтинге, и теперь его можно поставить на тройку чисто из жалости. О PropHunt нельзя сказать многое. Классический немного тупит, очень быстро надоедает, но при этом всем еще и стакаетесь друг дружке. Нельзя сказать, что он плохой, но и идеальный тоже нет. Четверка. Dark RP. Вы могли подумать, что лучшего момента его унизить и поставить двойку с минусом просто не найдется. Скорее всего, вы и правы, но большинство его проблем связано с публичным мультиплеером. В него действительно стыдно играть сейчас, но нужно же понимать, что техчасти основа там довольно-таки неплохая. Если собрать пати из 20 людей и по приколу на пиринге запустить Dark RP, то он же не будет таким плохим. Может, в прекрасном Garry's Mod будущего он будет и не таким уж и проблемным. Троечка рядом с Cinema. Stop It Slender. Хоть, возможно, и меня зовут Настя, и мне 13 лет, и на дворе 2013 год, но режим про Слендера классный. У него только одна проблема – баланс. А так он имеет среднюю реиграбельность и непрошаренного человека может даже припугнуть. Пятерка. Sled Build — это крайне плохой игровой режим. Это просто перелопатанный сэндбокс, который еле-еле дышит. Успевает надоедать за рекордные 15 минут геймплея. Конечно, он неплохо подходит для того, чтобы раз в жизни зайти на него и выйти. Двойка. Бридж. Тот игровой режим, который мог бы пойти на высшую категорию, если бы не факт того, что он либо анимешный бред в публичном мультиплеере, либо сломанный прототип по приколу, закинутый в мастерскую. Контента очень много и он сильно децентрализован. Чтобы нормально поиграть без эророк, нужно танцевать с бубном лишний десяток минут. Если сделать чистую версию классического брича без багов, то будет высшая категория. Сейчас это уровень Dark RP. Хотя я еще в Lost Control не играл. Murder. Обрезанная версия ТТТ с плохим хитрегом. Очень жирная реиграбельность, но в оригинальном Garry's Mod есть такая вещь, как ТТТ. Тройка. Elevator Source. Очень хороший режим на прохождение с маленькой вариативностью и кастомным контентом, который не любит прогружаться. Он мало на себя берет, поэтому мы не можем его очень сильно завышать. Тоже тройка. Hide and Seek. Режим реализован без ошибок и проблем и идеально справляется со своей задачей. Четверка. Зомби Плаки я не побоюсь поставить на тот же уровень Zombie Survival. Вот когда Fire перестанет мне писать о том, что он пьян, то мы исправим все насущные проблемы и выйдем на пятерку. Сейчас же усилий не хватило. Flood я не люблю, но назвать прям ужасным режимом его не могу. Да и многие мои подписчики ему симпатизируют, но я не могу понять, как это вообще можно делать после релиза Air Wars. 3 с минусом. А насчет Air Wars четверка. The Hunt улетает на уровень с флудом из-за своих скриптовых ошибок и сомнительной системы стелса. Конечно, если его редачить 5 часов, то получится неплохой режим, но версия мастерской все же невероятно стрёмная. Хайден же был бы той конфеткой, если бы не включенный отладочный режим и отсутствие системы наблюдателей. Ну еще гранаты тупые. Тройка. Футбольчик или же Extreme Football Throwdown улетает в высшую категорию. Я не знаю, что там делать, чтобы режим стал лучше. Очень близко к идеалу, хотя есть один минус. Если у вас на сервере будет больше 6 людей и все они будут сидеть в одном голосовом чате, то возможность потерять голос повышается на 50% из-за дикого угара. Банихоп и серф — это игровые режимы, которые вот просто есть. В них нет ничего особенного, они не сломанные, они просто есть. Вот за это простое существование я ставлю двойку, потому что де-факто для подобных взаимодействий с игрой вам не нужен игровой режим. Ну и давайте еще поставлю апсетовский Quake на пятерку и Half-Life на четверку. Quake жесть с каким трудом продвигается на пятерку, но вообще он достоин вышки. Лишь бы сделали пару изменений и убили скриптовую ошибку. А Half-Life Coop выглядит стрёмно из-за отражений. Режим Питабира — это просто рофл, который не заслуживает внимания. FatKit — в край угарный режим с сильной реиграбельностью. Вышка. Ну и давайте закончим копами и раннерами, которых я поставлю на четверку из-за хорошей реализации, но простой идеи. Теперь попробуйте посчитать, сколько слоев игроков я задел своим субъективным тир-листиком. Вы желательно можете сделать свой и добавить туда больше режимов, и показать, как это делается. Скажу вам самое главное, играйте в разные игровые режимы, не нужно зацикливаться на одном. А у аппарата звукозаписи, как всегда, был Эрик Максимец. Спасибо, что слушаете, идите учите Луа и попинайте разработчиков этих режимов, чтобы все на уровне сандбокса были.